Старый Иван Степанович прожил на своем хуторе всю жизнь, но на закате дней столкнулся с предательством, которого не ожидал. Конфликт начался, когда сосед Степановича, разбогатевший на торговле лесом Геннадий, решил расширить свои владения. Ему приглянулся участок старика, самый ровный, с выходом к реке. Геннадий пришел не с просьбой, а с угрозой. «Слушай, Степаныч», — цедил он, опираясь на сверкающий капот своего внедорожника. «По документам твоя земля ничья. Мой отец еще 40 лет назад говорил, что ты тут самозахватом живешь. Либо убирайся в дом престарелых по-хорошему, либо завтра приедут бульдозеры. У меня все бумаги на руках, а у тебя только пустые слова». Видеть, как сытый, надменный делец выгоняет ветерана труда из родного дома, было невыносимо. Степанович лишь молча прижимал к груди старого пса, понимая, что против наглости и денег у него нет никакой защиты. Точкой столкновения стал старый заброшенный погреб на границе участков, который Геннадий приказал засыпать в первую очередь. Но работа встала. В погребе поселился огромный бурый медведь. Зверь облюбовал это место вовсе не из любви к старику. Погреб был глубоким, сухим и обложенным старым мхом. Идеальное место для берлоги. К тому же за 40 лет там скопился слой прелой листвы и трухи, которая отлично сохраняла тепло. Медведь яростно рычал на каждого, кто приближался к его убежищу, защищая не Ивана Степановича, а свой комфортный сон и территорию. Когда Геннадий, потеряв терпение, попытался отогнать зверя шумом бензопилы, медведь в ярости начал выбрасывать из погреба мешающий ему мусор. Среди веток и старой гнили на свет вылетела жестяная коробка из-под чая, плотно обмотанная промасленной тканью. Степанович, наблюдавший за этим издалека, поднял находку. Внутри оказалась пачка писем 40-летней давности. Это была официальная переписка председателя колхоза с отцом Геннадия. Из писем следовало, что отец соседа, работавший тогда почтальоном, намеренно скрыл и присвоил документы о передаче земли Степановичу. В одном из писем была прямая угроза. «Если Иван узнает, что земля его по закону, мы оба сядем». Письма, сохраненные в сухом и теплом погребе благодаря медведю, стали неоспоримой уликой. Когда на место прибыла полиция, вызванная Геннадием для устранения опасного зверя, Иван Степанович предъявил найденную коробку. Прокурорская проверка подтвердила подлинность документов. Выяснилось, что семья Геннадия десятилетиями строила свое благополучие на воровстве и лжи. Геннадий не только лишился права на землю, но и попал под следствие за подделку документов и мошенничество. Иван Степанович остался в своем доме, окружённый заслуженным почетом. А медведь? Он дождался, пока люди утихнут, и снова залез в свой теплый погреб. Ему было все равно на человеческие законы, но именно его инстинкт вернул правду на эту землю. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.